Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, построение пространственной структуры будущего. В данной теме я показываю, каким образом ставить управление так, чтобы события, которые вы строите в будущем, включали в себя фактически управление, связанное с пространством, именно с физическим пространством. И если мы рассмотрим управление уже с точки зрения динамики событий, то получается, что здесь можно выделить такой спектр, что если мы временную структуру управления выводим на уровень динамического контроля за временем прошлого, будущего, текущих событий, то очень быстрый динамичный уровень развития временной компоненты событий приводит к тому, что мы временную компоненту в принципе можем вывести из спектра событий и работать только с пространством. Поэтому, когда я говорю о построении именно пространственной структуры будущего, например, пространственная структура — это есть конкретная, например, плоскость событий, временная структура выведена из спектра управления, или можно ее путем управления в структуре своего сознания вывести, да, то получается, что мы можем структуру сознания рассматривать как структуру организации пространства. И вот если рассмотреть такой подтекст управления, что мы, когда в будущем строим какие-то события, мы же, в принципе, вынуждены относиться к пространству таким же образом, как к любой другой структуре управления. То есть, если посмотреть в будущее на какое-то время, то рассматривая какой-то объект, возле которого происходит управление, пространственный объект, да, например, дом или дорога, мы фактически ведь воспринимаем, создаем изображение в своем восприятии. И в этом смысле получается, что построение именно события, в общем-то, упирается и в то, что мы должны еще и строить пространство события, то есть где событие происходит. Либо это социальное событие, либо это, в том числе даже если это событие, связанное просто, например, с лечением человека, который находится в конкретном одном месте, да, и здесь мы видим, в общем-то, принципиальную разницу между действием в отношении одного отдельного человека и, например, управление комплексом событий. Так, как делает Бог, да, Он вначале воспринимает человека в любом статусе управления. То есть, если посмотреть, как взор Бога распространяется, то сначала Он видит, воспринимает фактически, Он видит все сразу, а именно его волна восприятия сначала касается первого человека, а потом возникает системы пространств. То есть для него, для Бога, человек, он выделен в пространстве управления, он приближен к Богу. В отличие от, например, других объектов, таких как здание, например, человек находится внутри здания, но Бог сначала воспринимает фактически или дает восприятие себя человеку. И точно так же построение событий в будущем нужно делать, выделяя именно структуру и вообще даже внешний облик человека. То есть мы сначала выделяем уровень фактически человеческий или общечеловеческий, а потом уже реализовываем построение пространства. То есть пространство строится в подтексте жизни конкретного человека. И когда мы начинаем эту структуру анализировать, то получается, что вокруг человека пространство начинает, во-первых, в общем-то, распространяться, формироваться, и фактически в лепестковой форме начинает закручиваться информация, прям видно в виде серебристых точек управления, по типу Млечного Пути, звездного неба, да, и начинается закручивание такого лепесткового именно типа, и возникает уже конкретный физический образ. Либо это здание, либо это та же самая дорога, или это авторучка и так далее. То есть мы можем от человека строить структуру управления будущим, если мы, в принципе, фиксируем построенную часть пространства. То есть мы можем, зафиксировав, например, структуру пространства, зафиксировать позитивное состояние здоровья у человека. То есть, проделав управление, например, по оздоровлению человека, мы
можем как бы зарегистрировав, так скажем, в будущем, да, эту ситуацию, возле какого-то действия, либо человек одет в какую-то одежду, да, пространство, в данном случае внешнего управления, это одежда человека, или там какое-то место его расположения, и достаточно зафиксировать какой-то объект у себя как бы в памяти, да, вот, там кусок пространства, то мы получаем оздоровление человека, потому что мы регистрируем объект реальности, который соответствовал человеку в момент его излечения. И получается, что мы видим, что изначально действие человека, оно макросозидательное и позитивное, то есть по отношению к любому объекту, который как бы регистрирует норму, да, состояния человека с точки зрения вот нашего внешнего восприятия. И с другой стороны, вот это вот действие показывает, что ведь часто бывает ассоциативно, человек как бы вспоминает какой-то элемент своих событий, и у него улучшаются события будущего. Да? То есть здесь видно, что человек действует на объект позитивно, самостоятельно, и объект как бы фиксирует эту информацию. То есть это как бы средство передачи информации во внешний мир, да? Объект, который находится возле человека. Получается, что исходя из этого, любой объект возле человека, как бы такого именно визуализированного, например, плана или там даже нематериального плана, это передача информации о себе вот куда-то во внешнюю среду, фактически Богу. То есть вот если определить траекторию там, движения человека как логическую схему его действий, то есть почему человек находится в каком-то конкретном месте, то вот с точки зрения этой методологии, именно построения пространства будущих событий, можно увидеть, что человек все время показывает через структуру внешнего пространства, Богу показывает свой путь, там, свои изыскания и как-то синхронизируется с Богом. То есть он фактически проявлен в своих действиях так, что, например, соседнее здание — это состояние его души в этот момент, да, отраженное в пространстве. То есть его душа в проекционном оптическом варианте внутри себя наиболее гармонично воспринимает это здание, поэтому он здесь. То есть вот здесь вот существует связь между душой человека, его духом, сознанием и тем, что его окружает. Как правило, человек, в принципе, так и развивается, он, как правило, старается быть в тех местах, которые ему или очень нужны, или он как-то делает управление, но понятие «очень нужны» — это все-таки состояние души человека. Он сам себе определяет это состояние, он может там быть или там не идти в это место. И поэтому, в принципе, положение человека во многом это есть его совокупное состояние его личности, состояние там души, тела, сознания. И получается, что человек в большей степени находится все время в центре как бы своего центрального управления, как бы корневой части своей личности по выражению там, свободы воли. И получается, что любая точка уже здесь как бы микропространства в этом случае, это также точка, которая фактически система преобразования действий человека для передачи сигнала всем людям, там, Богу и так далее. Почему там, например, достаточно часто произведения там, искусства, они изначально по замыслу автора, я имею в виду часто, что автор закладывает этот смысл специально, предназначены для передачи как можно более интенсивной информации во внешнюю систему. Да? И чем более интенсивно автор позволяет себе это сделать, в меру таланта, например, да, тем больше он делает для людей, да, и фактически для себя тоже, от людей идет вот эта обратная волна. И вот по аналогии с этим, построение пространства будущего в управлении строится на том, чтобы каждый элемент максимально много передавал информации о конкретном человеке и обо всех людях сразу, вместе взятых. Тогда получается, что мы имеем практически такой уровень управления, что мы можем увидеть, как в принципе строить пространство управления в своем восприятии, чтобы управление реализовывалось максимально быстро. Ведь от управления, как я сказал, такого типа
как мы рассматриваем пространство будущего, зависит и реализация, то есть скорость реализации каких-либо процессов за счет того, что только воспоминание об этом сегменте пространства дает позитивное управление. То есть фактически можно долго-долго вести управление, реализовать, а потом получить просто какой-то сегмент, какой-то, значит, ну, как бы символ, и просто уже обратно в структуру своей памяти ввести вот этот символ. И только концентрация на этом символе, то есть, ну, то, что вы держите в памяти, дает и позитивный исход событию. То есть фактически вы делаете как бы некий захват управляющего центра, даже локализацию, скажем, в автономной области, где все события нормальны, и как бы приносите в текущее время. А почему вот все-таки происходит именно в данном случае управление через пространство? Потому что образ человека, вообще человека как бы двигать-то и нельзя, он существует и живет, и, значит, и счастливо живет сам по себе, от Бога так реализовано управление, что человек, ну, если он не хочет, то не будет двигаться в управлении. А мы же занимаемся практически реальными системами, поэтому мы фиксируем какой-либо уровень пространства возле позитивного события, возле человека, и переводим образ этого объекта к себе в память, да, и таким образом осуществляем управление. И, кстати, таким образом можно там тренировать структуру памяти, можно строить в структуре собственного восприятия много объектов и делать следующую задачу, если построить много объектов, а потом ввести в свой образ. Вот как там планируются дела, например, по будущим процессам. Предположим, человек решил приобрести дом или там какой-то вариант где-то быть или посетить что-то, и он тогда, ну, как бы мысленно представляет эту структуру, а потом еще, значит, чтобы это совершилось, да, некая мечта реализовалась, человеку нужно только лишь осмотреть, что он там появляется. Тогда мечта начинает быстро реализовываться. То есть вот присутствие в мечте человека его самого или там другого именно человека, это и есть структура реализации мечты. То есть мы в пространство действия вводим физическое тело человека, его там личность, и получаем реализацию, потому что изначально Бог каждому дал реализацию человеку. Следовательно, значит, именно присутствие человека в любом пространстве, да, и в любом времени создает именно как бы структуру самого пространства и структуру реализации данного пространства по отношению к человеку, к внешней среде, как систему передачи информации от человека. И в связи с этим мы здесь видим, что таким образом построенное управление показывает, что через любую вещь, вот, да, которая окружает человека в пространстве, проводится управление конкретного человека. То есть в любой вещи можно выявить линию действия конкретного человека. Ну, например, там, возьмем 10 миллиардов людей, да, значит, ну, тоже в будущем. И через любую структуру проходит 10 миллиардов сигналов, непрерывное время прохождения. Тогда получается, чтобы такую информацию как бы, ну, иметь как структуру подвода информации, там, проведения информации, нужно иметь специальную структуру конфигурации пространства, где каждый элемент вашего, значит, мышления именно поглощается локальным элементом пространства, и при этом происходит, ну, фактически как бы расширение действия пространства в бесконечность. То есть вы фактически строите пространство своим мышлением, и вы обратите внимание, что как бы следующий уровень мышления все время может приводить либо к человеку, либо к пространству. И почему я так выделяю? Дело в том, что если рассматривать просто человека или образ там конкретного человека, то мы имеем дело с бесконечной, в общем-то, величиной, с вечным уровнем, который реализован как уровень взаимодействия как бы с внешней бесконечной формой, да, с вечностью. И получается, что когда мы видим так человека, то мы видим, что он изначально, вообще говоря, вечен, вокруг него вечное пространство, которое не имеет как бы каких-либо, ну, очертаний, да? То есть там нет, например, там домов, каких-то внешних стен, но там всегда есть люди, которые вот нужны. То есть это, значит, управление такое, что люди находятся как бы сами по себе в абсолютном пространстве. И мы вокруг них должны сложить все, например, там пространство, которое мы воспринимаем. Так вот, получается, что
вот такая вот, если вот, ну, как бы абсолютная модель будет реализована, то на месте, там, например, где земной шар или там в какой-то подобной области можно сделать следующий уровень. Рассмотреть только положение людей, и можно увидеть, что это есть как бы, ну, такая закрученная система именно спиралевидная, как в ДНК, и мы получаем выход практически к себе через структуру познания макрообраза. То есть, если рассмотреть только людей, мы получаем выход к себе, но познав именно микроструктуру через макроуровень. И таким же образом можно аналогично, например, там, лечить заболевания, ну, как бы выражая макрообъект через микросистемы. И получается, что, исходя из этого, мы имеем достаточно, в общем-то, интересный путь управления, достаточно эффективный в том, что мы строим каждую систему пространства практически управляемой из текущего времени там, вашим собственным сознанием таким образом, что вам не надо там, прологировать оптический элемент сознания в ту область, вам достаточно отработать пространство здесь, и вот функции пространства, которые там далеко даже в бесконечности, они практически одинаковые для одних и тех же систем. То есть если есть, так скажем, один элемент конкретной площади, ну, хорошо, проходит, там, например, миллиард лет, этот элемент все равно сохраняется в том же месте, да, при условии, что там не было катаклизм каких-то. Получается, что мы можем сказать, что, ну, как бы катаклизм не будет со своей стороны, если мы делаем управление и способствуем тому, чтобы там в бесконечном будущем этот элемент сохранялся, а ведь с точки зрения моего учения мы должны делать управление именно по сохранению любого созидательного объекта, да, любого, в принципе, объекта, который там не приносит вреда. И когда мы говорим о тех, кто там, может быть, вред приносит, значит, их надо просто научить, и, в принципе, все равно с сохранением их первичной формы. Поэтому получается, что, исходя из этого, вот передача как бы информации, знаний о своей душе Богу через действие, через пространство, это есть форма там, самовыражения человека, и человек, в принципе, в этой форме содержит основную конструкцию всех возможных событий своих, да, своей жизни, своего действия. И получается, что когда мы, например, начинаем анализировать дальше, каким образом там, практически использовать это конкретно для себя, да, то мы видим ну, совершенно там, конкретный уровень, путь, что когда вы рассматриваете, что вы, например, приходите в какое-то место, там, и вам нужно сделать специфическое управление, то посмотрите пространство вокруг себя, то есть как, где вы находитесь, ну, там, в будущем, да, что может быть теоретически, или там, вы реально сейчас находитесь в этот момент. И посмотрите взаимодействие все-таки с пространством по передаче информации от вас Богу, например, там, о вечном развитии, как вы это делаете в текущее время. И вот здесь есть разница, когда вы делаете именно управление по вечному развитию, идет практически с бесконечной скоростью передачи информации. Если это не такая постановка вопроса, там скоростные импульсы, они локальные и очень там, длительные и так далее. И получается, что мы вполне можем там, выработать некий такой закон развития пространства в будущем, что пространство развивается в отношении к человеку, давая фактически Богу, да, знать в любое время действий человека. Вот здесь имеется в виду не прямой там, вариант передачи, и пространство не является там, фактором, именно только носителем этой информации, а просто мы имеем фактически уровень управления, где по сути на бесконечном удалении мы гарантируем тогда, что то, что мы воспринимаем значит, ну, там, образно, да, в виде мышления, будет иметь физическое место в будущем. И это, в общем-то, важный уровень управления, потому что если рассмотреть, что в бесконечном будущем мы делаем сопоставительное управление такого типа, что существует пространство, существуют люди, значит, то получается, что мы добиваемся управления ситуациями через то, что в будущем пространство как бы гарантированно существует. И когда мы начинаем рассматривать как бы от одного уровня к другому, как развивается фактор пространственный, то здесь видно, что мы можем увидеть некий закон распределения пространства,
в плане, ну что, личностного восприятия. Если вот очень отдаленное будущее, то пространство приобретает более дискретные свойства. Приближенное будущее — это как бы ближе к плоскости, и какой-то оптимальный уровень будущего — это сфероидальная система. И вот когда мы в построении пространства там используем, например, там вот эти вот, или там в будущем проявленные системы контроля за построением реальности, то мы видим, что по сути вот построить реальность изначально, да, как делает Бог, он все-таки строит реальность одновременно там, с действием человека, можно по такому же принципу, что возле человека как бы заново строить это пространство и синхронизировать его в этом пространстве уже как бы внешним управлением, то есть выйти через структуру мышления этого человека. И тогда получается, что он начинает работать достаточно свободно, адаптивно как бы к системе внешней реальности, потому что значит, мы показали ему определенный уровень работы, где он может и строить пространство, и заниматься там своим здоровьем одновременно, и одновременно воспринимать работу Бога. Да? И когда мы начинаем, предположим, здесь значит, ну, делать управление такого типа, что если рассмотреть, например, бесконечное будущее, то там бесконечное количество фактически элементов реальности, то пространство здесь приобретает в просмотровом варианте другие свойства. Оно становится просто отражением там, бесконечного количества событий. И вот если рассмотреть вопрос с точки зрения того, как Бог построил мир, таким образом, что коли уж есть первое событие, да, в мире, ну, некий там дом, например, да, или там кирпич, или какой-то там заборчик, и посмотреть, что все будущие события — это есть, ну, как бы рост, да, этих событий текущего времени. Ну, например, там человек растет, и мы можем выбрать подобную форму развития событийной линии любого элемента реальности, то в бесконечном удалении мы увидим, ну, например, как, скажем так, реализовывается данный конкретно объект реальности в вашем восприятии, и при этом мы можем проследить совершенно четко, значит, что, каким образом строится по уровню подобия, вот как человек, да, развивается, как вообще другие элементы реальности развиваются. То есть можно определить будущее фактически любой конструкции физического типа, если мы это будущее начинаем строить, как бы не просто там диагностировать, ну, можно и через диагностику, но когда мы делаем через построение, то мы знаем уже на 100%, где элемент этот будет находиться. И с точки зрения именно там, глобальной безопасности, цивилизации, планеты в целом, вообще мира, мы видим, что существуют определенные как бы узловые связи между элементом пространства, элементом действия человека, то есть мышления, и физическим телом. Вот в работе через построение будущего пространства здесь надо учитывать, что мышление человека, его расположение и физическое тело объединяются в одну структуру в этом случае, потому что проективные системы, идущие на спектр сознания человека, отображенные в одной точке, когда вы все внешнее пространство строите самостоятельно в управлении, это есть все равно изначально все-таки уровень человека. Так как вы восприняли в действии первичного все-таки человека, получается, что мы имеем дело с ситуацией, когда само пространство может уже вокруг человека как бы разворачивается, ну, по как бы уровню неких таких автоматизированных связей. И вот если рассмотреть процесс, что Бог, создавший человека, дал возможность там, биологического размножения человечеству, то здесь можно рассмотреть аналогичный вопрос, что человек, значит, взаимодействующий с пространством, может определенным образом влиять на структуру развития пространства по аналогии, ну, если там смотреть у человечества, у человека это есть рождение ребенка, то у, скажем, пространства это, в принципе, как бы расширение пространства в поле деятельности данного человека. Это есть, ну, как бы его творчество, инициативность, как бы другой спектр выбирается, уже не физический, да, а больше творческий, или там понятие некой удачи там и так далее. Некие такие, значит, иногда, ну, как бы непостоянная система. И получается, что здесь, по аналогии с этим,
существует еще вот этот вот уровень, значит, ну, фактически перевода информации в первичную область через развитие пространства, где можно увидеть, в общем-то, практически первичный уровень этого пространства, ну, как бы, которое вот воспримет человек, например, первый раз в момент следующий. Вот, например, человек захотел посмотреть на то, как там изначально создан мир, да? И вот есть пространство, которое он увидит в первый раз вот в этом взгляде, да, на этот процесс. Так вот этот уровень пространства, это прежде всего он видит самого себя. То есть мы видим, что в структуре развивающегося пространства существует как раз-таки образ человека, то есть он в принципе сам. Если мы рассматриваем, что он существует, ну, в таком же размере и так далее, то какую функцию тогда несет внешний объект пространства, да, реальности, который как бы остался в прошлом времени. Так вот, функция — это есть передача информации о всех прошлых событиях, и тогда идет построение будущего элемента. Следовательно, в построении будущих событий или будущего пространства существует вот этот вот именно уровень, когда вся прошлая информация имеет значение для того, чтобы получить как раз-таки корректное управление пространством будущего, то есть корректное управление тем, что в будущем события осуществляются. И если обратить внимание, то можно знать чисто такое технологическое внимание на этот процесс. Здесь можно знать, что когда человек о чем-то думает, что у него там в будущем должно происходить или в этот день, то он может думать о каком-то месте, сам находиться в другом месте. И вот чтобы соединить это место, где он находится физически реально, с тем, что должно осуществиться, или уже там, возможно, какое-то действие осуществилось, он должен узнать об этом действии, да, то получается, вот здесь можно синхронизировать управление так, чтобы значит, возле человека всегда формировалось именно позитивное пространство информации, даже так скажем, значит, которое бы давало всегда управление внешней средой такого позитивного толка, и любые системы, происходящие в пространстве, были бы нормированы для человека. Если говорить с точки зрения времени, то это уже процесс как бы другого типа в данном случае, но можно, в принципе, аналогичную вещь делать и со временем. Там просто будет система преобразования другая, время больше идет к человеку, откручивает ситуация, а в данном случае с пространством это от человека. И получается, что исходя из этого контекста, если время это как бы больше внешнее управление, человек под него построит, чтобы что-то успеть, да, то пространство это все-таки более сбалансированная система управления. Поэтому я и говорю больше о пространстве. Вот, и когда мы рассматриваем, значит, несущую платформу как бы, да, этого уровня пространства, вот само пространство есть, а где находится как бы несущий уровень, который эту платформу держит, то мы видим, что в этом уровне тоже существует уровень человека, но уже уровень мышления человека. То есть в будущем, ну, как бы в предпространственной области существует уровень мышления человека, а в пространственной области это уровень отражения физического тела человека. И получается так же, как делает Бог, Он распределяет мышление в зависимости от, ну, как бы управления, и мышление это и есть пространство. То есть стыковка мышления у Бога как раз-таки происходит очень плотно, на очень высокой скорости, и для Него промыслить это значит создать элемент. Любой элемент реальности, он любую систему создает в реальном времени в том числе. То для него вот будущий процесс это в принципе такой же, как процесс прошлого, то есть симметричный процесс, как бы помноженный на там, линию судьбы человека. То есть фактически мы можем определить структуру, дальнейшую структуру развития человека, если мы рассмотрим вот этот процесс симметричности, ну там как через одну ладонь там провести линию на руке и сравнивать два соседних участка. То есть здесь получается, что мы можем вполне увидеть такую вот как бы закономерность в управлении, что значит, если мы можем отделить два соседних участка за счет там, интуитивного там, внешнего управления или целевого управления, то в принципе мы можем получить фактически уровень следующий. Раз мы мысленно такую вот границу провели, то мы где-то проработали в каком-то пространстве это действие и получили там структуру
там, например, там, прошлых, будущих событий. Но когда мы от времени как бы, значит, уводим управление, то есть абстрагируемся, считаем, что время не используется, то в чистом виде вот пространство будущего фактически это уровень, который, ну, позволяет, в общем-то, четко увидеть, что как только мы фиксируем пространство будущего как систему, которая обладает качествами реализации ваших там желаний, ваших действий, то эти желания происходят. То есть фактически мы должны информировать пространство будущего тем, что все элементы этого пространства работают на то, чтобы вы реализовали там свое желание и свое действие. Получается, что исходя из этого, если мы рассмотрим вариант, когда есть действия, например, там, животных, даже вот домашних, там, кошек, собак, которые живут в доме, и при этом посмотрим, как вообще они планируют систему взаимодействия с пространством будущего, да, то видно, что там собака бежит, и она, например, видит какую-то впереди нарастающую реальность, то есть, и может на несколько секунд там контролировать, да, управление, по крайней мере, физическим зрением. Но у него этого уровня контроля существует еще уровень более внешний, там, да, с задачей этого животного, собаки и так далее. И вот когда мы начинаем видеть, как в этом случае человек реагирует на пространство, то мы видим, что человек перед любым объектом, который существует в пространстве управления живым, да, он фактически пространство как бы стягивает к себе. То есть человек, он к данному животному там подводит пространство, которое он как бы сам создает и подводит по аналогии с тем, что делает Бог. То есть он может научиться более быстро как бы активировать или функционировать пространство в сторону решения ваших задач, когда рассматривает какой-то другой объект, ну типа какого-нибудь животного. И отсюда ясно, что вот почему нужно там заботиться о животных, да, потому что таким образом мы получаем управление своими задачами, вот видно из этой позиции управления. Если вот, например, мы хотим сделать управление, которое, ну, например, устойчивое, да, оно дифференцируется достаточно давно, например, и вы хотите это управление сделать таким, что в будущем, чтобы оно как бы вас не затрагивало, то есть это длительный процесс, который нужно выровнять, то в пространственной системе управления можно рассмотреть именно уровень пространства жесткого, где находится управляющий уровень, да, то есть вы знаете там здание, в котором вы находитесь, и вам нужно просто-навсего там, ну, предположим, защитить от некого энергоинформационного действия или там от неких систем как бы личностного плана, да, какого-то человека, то вы видите, что здесь можно в структуре построения пространства построить как бы просто заново некую пространственную линию, положить на существующий объект, ну, как бы взять мысленно копию, да, и увидеть, что распространение вот информации какой-либо это есть взаимодействие самой системы и фактически как бы копии или там отражение данной системы в пространстве действия. Если вот рассмотреть подобие именно человека на физическом уровне тому, как устроен Бог, то здесь видно, что идет распространение, ну, не в виде там именно копии, да, Бога, например, а здесь идет, в принципе, действие по уровню больше как бы внутреннего самоосознания, самовосприятия пространства. То есть, когда мы говорим о пространстве будущего, то мы видим, что это пространство таково, что там есть решение, вообще говоря, всех существующих задач. Вот нам надо уметь эти задачи выбрать оттуда. То есть, если мы хотим решить задачи, которые связаны с прошлым, мы должны найти как бы с правильной позиции эту систему, да, в пространстве будущего и попасть в прошлое, чтобы как бы снять сигнал. Ну вот как работает там, предположим, цепь, значит, там, предположим, 12-вольтовый, можно представить ток, вот батарейка крона, и мы замкнули цепь. И нам нужно получить такое действие, чтобы сигнал где-то бы, ну, скажем так, не исчез, не ушел там в сторону, а система всегда функционировала. Получается, что здесь нужно рассмотреть, для чего мы это делаем, ну, чтобы там, предположим,
снять внешнее, предположим так, какое-то воздействие, сделать управление. И по сути, когда вы начинаете думать над тем, как осуществить, например, управление процессами будущего времени, то вы видите в неком пространстве, которое вот как бы не пространство прошлого, не пространство будущего, а некое вот пространство управления, видите, как нужно действовать на эту ситуацию. И дальше вы уже определяете, что в самом управлении существует вообще, там, скажем так, третье пространство, которое относится, вообще говоря, к действию в пределах, например, ну, какой-то там вашей задачи, да, управления. И когда вы начинаете эту задачу видеть, как бы визуализировать, то вы понимаете, что вот это вот некое такое внешнее пространство, это ну, ближе как бы пространству мышления, так скажем, да, вашего, но фактически это все-таки физическое пространство, которое осуществляет как бы переход между мысленным уровнем, ну, это чисто схематично в данном случае показываю, да, тем, что мы воспринимаем, на уровень физический. И вот когда мы переходим на уровень физический, и фактически мы, значит, должны этот уровень так рассмотреть, что на физическом уровне построить такое управление, которое бы дало, да, реализацию наших задач, то мы можем в пространстве управления строить, ну, в принципе, так скажем, любые конструкции, но вот именно удаление как бы сигнала, да, который вам не нужен там, в управлении, видоизменение этого сигнала в норму, часто этот процесс, ну, достаточно глубинный, и нам нужно понять первичные корни состояния, да, системы, почему так происходит вот в пространстве управления, что значит, стоит только нам ставить там, процесс управления пространством будущего, как мы начинаем решать задачу, значит, вот, ну, как бы текущую по некому внешнему уровню управления. И вот когда мы начинаем думать, откуда этот уровень управления происходит, то ясно, что, коли уж мы закрепили какую-то систему пространства возле себя в управлении и работаем через нее, то внешнее управление — это тоже уровень, который позволяет, ну, как бы вот действовать, поэтому можно через него вычислить очень просто, кто осуществляет, ну, как бы некое воздействие, скажем, да, кто это воздействие, ну, например, там, куда-то направляет, и зачем, в принципе, это нужно. Это вот мощная система диагностики. То есть зачем другим людям нужно, то есть это диагностика событий. Если мы хотим сделать диагностику там, какого-то события социального, нам достаточно просто взять, например, там, два здания, рядом стоящих подобных, и мысленно представить события между зданиями, или там, физически туда пройти. И получается, мы видим, предварительно закрепив здание, значит, видим, что, в общем-то, пространство управления такое, что от нашей воли зависит, каким образом мы будем строить, ну, как бы всю систему дальнейших событий. И мы четко понимаем, там, что у нас никак нельзя там, ну, вывести из уровня, да, такого контролируемого управления, то есть как бы сбить с пути, кроме там случаев, скажем, когда мы делаем такое управление, что берем за задачу именно найти источник, да, и суметь в пространстве построить свои события, чтобы, ну, собственно говоря, не было процесса такого, что вам кто-то мешает. Почему все время я смотрю именно в этой лекции работы через пространство будущего, именно структуру, что возможно ну, какие-то элементы сопротивления, потому что, значит, здесь вот сам объект пространства, когда вы развиваете управление, это может быть либо сопротивление, либо помощь, да? И в управлении через структуру пространства все-таки все равно нужно рассматривать процесс, когда мы, в общем-то, рассматриваем внешний объект как объект, который, в принципе, как бы формально существует
в виде, опять же, там, сопротивления или там, наоборот, помощи, но он существует в том числе и с функцией возможного сопротивления, если мы его еще пока не распознали. Да? Получается, что исходя из этого, как вот делает Бог, он значит, закладывает структуру объективизации некого процесса в самый там, конечный элемент управления, и уже позже часто значит, ну, рождается управление, да, как таковое. То есть получается, что рассматривая пространство будущего как систему либо сопротивления, либо там, наоборот открытого пространства, мы видим, что в принципе здесь, если мы рассматриваем, предположим, процесс, идущий ну, как бы от одного уровня, да, вашего сознания, например, там, от уровня действия, предположим, там, сердцем, душой, да, именно информация сердца может быть правильно, там, души, духа человека. И это действие таково, что вы значит, ну, четко понимаете, что вы всегда обойдете структуру развития реальности неблагоприятного типа, так скажем, в будущем через структуру там, своего личного контроля, своего как бы, пространства восприятия, то вот построение уже в чистом виде будущего пространства, где ну, фактически, например, там, в данный момент, так скажем, нет какого-то количества там, людей, значит, ну, как бы такого количества, что вы бы, скажем, могли мгновенным импульсом, да, дать решение всех вопросов, то вот здесь получается само пространство, оно очень динамичное. Вот если в будущее посмотреть, что пространство оно достаточно подвижное вот, в структуре управления. И почему я сказал, что именно посмотреть так, чтобы им можно было дать, например, спасение большому количеству людей. Потому что чем больше количество людей, вот, например, да, в будущем вы воспринимаете, тем, кстати, быстрее можно помочь. Потому что чем больше вы воспринимаете в своем образе людей, тем больше вы отражаете их оптические взаимодействия. То есть фактически вы используете их же собственный опыт для самопомощи, да? То есть даете образование этой группе людей по взаимопомощи. Потому что ведь восприняв какой-то элемент в своем сознании, вы все равно начинаете влиять на внешнюю структуру мира. И за счет того, что вы видите, что люди, например, определенным тем или иным образом взаимодействуют, даже не зная друг друга на уровне мышления, это действие передается все равно всем. И получается, что в пространстве управления там, будущими событиями есть уровень, который характеризует то, что вот наличие именно там места управления, то есть пространственного места для каждого человека, это, в общем-то, принципиальный уровень управления, связанный с тем, что физическое пространство фактически закреплено, ну, как бы за человеком, да, на уровне информации, значит, на человека проецируется вся система всего пространства. Если мы начинаем строить события с этой точки зрения, ну, как бы выводя человека за спектр управления, то это получится, что система будет работать нагрузочно и может не реализовывать некоторые действия. То есть мы должны так вывести человека за пределы образа, там, если это дом, то это дом. Мы как бы можем рядом рассмотреть человека, но мы не должны рассматривать, что он, например, там, строит, да, если нам нужно конечное управление. И получается, что исходя из этого мы видим очень, в общем-то, простой элемент управления, что чем больше мы воспринимаем людей, тем мы точнее делаем управление. В принципе, Бог делает так же, Он просто в едином импульсе сначала раздает управление, потом люди начинают увеличиваться и там заселяют регионы, а Он при этом фактически как бы сделал один импульс и дальше отслеживает в своем восприятии именно большое количество людей, которые преобразовывают систему. То есть вот, кстати, например, один из способов лечения заболеваний – это рассмотреть человека среди большого количества людей. И можно тогда продиагностировать, чем ему помочь, этому человеку. И вот, в принципе, причем это будет управляющая такая диагностика, в принципе, здесь
важно выявить в этой системе управления следующий статус. Вот почему некоторые события, да, достаточно долго реализовываются вокруг человека. И, в принципе, здесь, если мы рассмотрим там всю предысторию событийного ряда, то мы очень четко увидим, что в тот или иной момент, когда была проявлена пространственная именно система регулирования, то есть вы находились в каком-то месте и рассмотрели какое-то явление, то есть восприняли какое-то событие, то в другом месте мы можем увидеть, что это, в общем-то, идет как бы протягивание управления до уровня следующего действия. И реально человек все-таки постоянно работает на первичном уровне. То есть почему вот все должны там желательно заниматься технологией учения моего по именно макроспасению, потому что там возникает вот как раз-таки вот это вот доказательство того, что, в общем-то, можно, во-первых, быстро научить тех, кто уже, как бы расположен, даже, может быть, не практикуя, да, расположен к управлению. И, с другой стороны, мы видим, что здесь, чтобы детально, вот, например, понять смысл управления в этой системе и постараться эту систему как бы глубоко, да, просчитать, суметь ее освоить полностью с точки зрения там, максимальной реализации, мы здесь можем увидеть, что вот это вот построение пространства будущего — это, в принципе, такая ситуация, что мы строим, фактически не опираясь на какую-то текущую платформу. И поэтому вот этот уровень передачи информации как идеи построения пространства для человека, Богу, например, это есть уровень построения как бы в абсолютном пространстве. То есть вы строите управление часто не привязано к каким-то, в этом случае, там, участкам уже заранее подготовленным, да, и получается, что, исходя из этого, мы видим, в общем-то, следующий статус, что для того, чтобы построить управление в привязке к пространству, нам нужно сделать таким образом статус управления, чтобы личность человека всегда была отделена от пространства. То есть, хотя мы можем рассмотреть, что человек находится там в комнате или где-то стоит, но мы должны четко внутреннюю линию проводить, что он как бы независим от этого пространства. И вот когда мы эту линию начинаем проводить и видеть, что сама линия начинает работать как некий маркер, да, который делает разделение, мы ближе приходим к сущности создания человека как уровня следующего за действием, первичным действием Бога, когда Он создал, например, человека. И получается, что вот этот уровень разделения — это есть полное раскрытие человека в любом пространстве и времени, на самом деле. И вот когда мы начинаем делать таким образом, что в том пространстве, где непосредственно мы занимаемся управлением, этот раздел, он объективизируется, например, да, вами, и вы можете этот раздел там четко воспринять. Вот восприятие раздела — это есть уже норма событий. Вот чем вы точнее видите этот раздел, тем точнее у вас, когда вы рассматриваете свой образ в этом процессе, сформируются те события, которые вам нужны. И смысл этого в том, что по тому, как по образу и подобию Божьему устроен человек, он всегда должен быть отделен от структуры событий, которыми, например, могут заниматься другие люди и так далее. Да? То есть вот этот уровень раздела — это уровень соответствия тому, как делает Бог, он тоже всегда отделен от внешней материи. И тогда возникает вопрос с точки зрения того, кто тогда действует, например, с точки зрения, например, внешнего наблюдателя, да, в работе с пространством, как вообще Бог производит это отделение, он же сам создатель пространства. И вот когда мы начинаем понимать вот это свойство, да, пространства будущего фактически, то мы видим уже действительно реально вечно живущего человека в будущем, потому что вот этим уровнем отделения как раз-таки является вечная жизнь человека. То есть идет Бог, человек, который тоже уже вечен, да,
И тогда уже ясно, что все следующее это уже есть как раз-таки внешнее пространство. То есть однотипные, наиболее приближенная система, наиболее приближенная к Богу это человек, который вечно живет, и дальше уже идет пространство внешнего мира. Поэтому, исходя из структуры уже текущего пространства, да, как бы наиболее близкого к будущему, мы можем сказать, что именно изначально вообще сам факт существования пространства говорит о том, что человек вечен в данной конструкции управления. И отсюда, кстати, можно выработать огромное количество позитивных методик, например, так рассматривать пространство, чтобы человек воспринимал те части пространства, когда он оздоравливается. То есть просто на это обращать внимание, когда человек идет по улице там, или внутренне обращает внимание на будущие события и правильно вот строит именно структуру будущих событий. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.